Привет, друзья! Сегодня я вступил утром в битву с искусственным интеллектом компании Google. Я решил дать учебно-тренировочную задачу. В прямоугольном треугольнике известен периметр 60 и высота, проведенная гипотенузе 12. Найти площадь этого треугольника. Ну, там буквы на всякий случай, чтобы объяснить, что такое периметр нашим зарубежным пользователям. Такие есть у нас. И я предложил искусственному интеллекту решить эту задачу. То есть ввел условия, и мне выдали, ну, вообще говоря, там два немножко разных решения выдал искусственный интеллект. И вот я сейчас это вам и покажу. Покажу, в чем заключалось решение искусственного интеллекта, а какое решение я запланировал, либо предложу вам сейчас. Итак, А, Б и С – это стороны, H равно 12, еще известен периметр большое, это А плюс Б плюс С равно 60, и требуется найти площадь этого нашего треугольника АБЦ. Ну вот, решение искусственного интеллекта сводилось к решению системы. Какой? Вот первое уравнение системы – это 1/2 А на Б. Так можно найти площадь треугольника. Либо 1/2 С на H. Второе уравнение системы – это А плюс Б равно 60 минус С. Ну и поскольку переменных 3, А, Б и С, а H известно, нам еще нужно добавить, конечно, теорему Пифагора. А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. Ну вот и в обоих случаях у нас искусственный интеллект возводил в квадрат второе уравнение системы. Вот, возводится в квадрат обе части вот этого уравнения. Отсюда мы получаем как бы в конце концов значение С. А найдя значение С, мы найдем площадь этого треугольника. Можно ли обойтись без возведения в квадрат? Подумайте над этим. В принципе, если вы найдете из этой системы А плюс Б, то может это как-то облегчить задачу, но вряд ли. Поскольку мы тут же найдем АБ, чему равно, но АБ – это удвоенная площадь, поэтому это нужно только для нахождения катетов нашего треугольника. И я напишу здесь сразу домашнее задание найти катеты этого треугольника. Это будет очень полезное упражнение, особенно для школьников. А я покажу свой способ решения. Итак, это искусственный интеллект решал, это я. Я не очень красиво писать, напишем Казаков скромно. Ну, а Казаков как раз я и есть. Все. Я говорю, что площадь можно найти еще по формуле P на R маленькая, где P полупериметр, он равен 30, мы получим 30R. Еще площадь треугольника можно найти как 1/2 C на H, а H 12, значит это 6C. Отсюда следует, что 6C равно 30R, откуда C равно 5R, верно? Ну, верно. 5R. Все, можно сказать, первый шаг моего решения. Второй шаг. Я использую известную формулу радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник. А плюс Б минус С пополам – шикарная формула, но ее часто преобразуют в очень красивую формулу. А плюс Б плюс С минус 2С пишут числители и делят на двоечку почленно. А плюс Б плюс С делить на 2 – это полупериметр, а минус 2С на 2 – это минус С. Вот и получили, что R равно P минус C. Замечательная формула, факультативная, можно запомнить, но мы можем заменить R, точнее C, на 5R. Получается, R равно полупериметр, это 30, минус C, а C у нас 5R. 5R, откуда 6R 30, R равно 5. Ну, а c равно 5r, да? То есть 5 у 5, 25. Все, мы нашли c. Ну, а зная c, мы легко найдем и площадь. Снизу не буду писать, напишу вот здесь. Третье действие. Площадь нашего треугольника это будет 1/2 c на h. c на h, ну, либо 6c можно было записать сразу.
Это будет 1/2. 25 на 12. Это 150. Ну, вот такое решение я дал, чтобы отличаться от нашего искусственного интеллекта. Итак, S треугольника, а давайте жирным, S треугольника равна 150 квадратным единицам. Напишите, как решали вы, и не забудьте про домашнее задание, найти катеты этого треугольника. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков, пока.